Я влюбилась в аниме, а он в ответ не Бенни, а я ему свои секреты рассказала. Эй, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Всем привет! И особенно любителям аниме. И всем остальным тоже особенно. Я Кирилл Сойеров, и это специальный выпуск няшной анимешности. 10 аниме, которые должен посмотреть любой уважающий себя анимешник. И сразу говорю, это не топ. Эти аниме не будут расположены в порядке какой лучше, а какой хуже. Еще сразу хочу отметить, что я, конечно же, не считаю свое мнение единственно верным. На вкус и цвет, как говорится. Но эти аниме подобраны так, что подойдут для любого зрителя. Например, там нет аниме с кучей кровищи и убийств. Потому что такое, конечно же, любят и могут смотреть далеко не все. Поэтому в этом списке нету, например, Хелсинга. Тут нет аниме очень-очень девчачьих. Или наоборот, нету аниме, которые рассчитаны в основном только для парней. Нету аниме, которые только для детей в основном рассчитаны. Или наоборот, только для взрослых. Также в этом списке нету очень многосерийных аниме, такие как Блич, Наруто, Fairy Tail. Потому что такие многосерийные любят не все смотреть. И не у всех есть на это время. И естественно, я считаю все эти аниме необычайно интересными. Давай уже к делу переходи. Хорош разглагольствовать. Все. Итак, первое аниме, которое должен посмотреть каждый, это Врата Штейна, или как его еще по-другому называют, Врата Времени. За смысл и за то, насколько хорошо там показана сила дружбы. За очень-очень душещипательный и трогательный сюжет, который заставит переживать даже самых суровых и брутальных парней. И за то, что хоть и перемещение во времени это довольно банально, но сюжет при этом получился совсем уж неординарным и непредсказуемым. Меланхолия Харухи Судзуми. Или Харухи Судзуми. Я все время путаю, но неважно. За интересный стиль и без того очень интересного рассказа от лица главного героя. За разнообразных и даже в какой-то степени необычных и нестандартных персонажей. За юмор, за невероятный позитив, льющийся через край. Это аниме каким-то магическим образом способно разгонять тоску. Стальной алхимик, или как его еще называют, цельнометаллический алхимик. За смысл, который показывает нам, что за все в мире нужно платить. За прекрасно раскрытую тему равноценного обмена. За то, насколько хорошо показаны отношения между двумя братьями. И за интересно преподнесенную магию в виде особой науки, алхимии. И, конечно же, за разнообразные и нескучные сражения с помощью этой алхимии. И, конечно же, Тетрадь Смерти! Так, кого я здесь записал последний раз? Ага, я ж перестал записывать сюда ненавистных мне людей. Ну, я же теперь добра и кавай всем желаю, и сам таким стараюсь быть. Ну, а записывать это как-то не по-доброму в Тетрадь Смерти людей. Угу. О, моя училка по русскому из 9 класса. Так с ней же вроде все нормально. Так это что? Подделка получается? Ха! О! Рюх! Извини, я случайно уронил твою тетрадку! Это аниме уже, наверное, стало практически легендарным. Его знают даже те, кто с аниме-то не особо знаком. Смотреть его стоит за невероятно интересную битву двух гениальнейших умов анимешной современности. И за мрачную, но красочную атмосферу, благодаря таким персонажам, как боги смерти. Следующее аниме, которое должен посмотреть каждый, это 12 королевств. За невероятное стремление к победе ради высоких целей и идеалов. За то, как хорошо показана борьба добра и зла не только в мире, но и внутри самого человека. Что если у тебя доброе сердце, можно стать из очень неуверенного человека с кучей комплексов великим героем. Даже если ты очень застенчивая девушка. За невероятно красивые виды, за необычайных фантастических существ, за сражения, за эпичность и за мир 12 королевств. Следующее аниме. Ангельские ритмы. Пам-пам. За искрометный юмор. Я бы даже сказал, за очень грамотный баланс юмора и драмы в аниме. За увлекательный сюжет и необычный взгляд на загробный мир. За довольно глубокий смысл, которым это аниме также не обделено. За красочность и, конечно же, за музыку. Следующее аниме — Синий Экзорцист. Сейчас она синим пламенем загорится. Хоп!
Чё? Загорайся, давай. Чё не загорается? Сломался, что ли, не работает? Рин, слушай, твой меч что-то синим пламенем не загорается. На, проверь. Ты что творишь? Потуши, потуши! А почему у тебя горит, а у меня нет? Стоит смотреть, конечно же, за упорство и отвагу, за эпичность и за очень-очень-преочень красочных и разнообразных персонажей, как добрых, так и не очень. Аниме K-On! Стоит смотреть за доброту, музыку, доброту, юмор, доброту, дружелюбную атмосферу, доброту и 5 до невероятности няшных героинь с гитарами и другими музыкальными инструментами. И, конечно же, за доброту и за юмор. Я не просто так 5 раз упомянул про доброту. Это аниме очень доброе, позитивное, веселое и милое. Прям кавай через край. В следующем пункте я объединил несколько аниме одним режиссером, потому что выделить какое-то одно не смог, но и не сказать про эти аниме тоже нельзя. Итак, это аниме Макото Синкая, такие как 5 сантиметров в секунду, За облаками и Ловцы забытых голосов. Стоит смотреть за невероятнейшие по красоте виды и офигительную красивую графику. Когда я это смотрел, то забывал, что смотрю аниме, а не просто красивый фильм. Ну и, конечно же, за глубокий смысл и невероятную душещипательность этих картин. В следующем пункте я тоже объединил несколько аниме одним режиссером, но уже другим, по той же самой причине, что и в предыдущем. Аниме Хаяо Миядзаки. Стоит смотреть за невероятно, поистине огромнейший смысл каждого аниме, за кучу подтекстов и за невероятную поучительность каждой истории. И, конечно же, интересные и совсем не банальные сюжеты. Я не стал вдаваться в подробности по каждому из этих пунктов, потому что на большинство из этих аниме у меня уже есть полноценный обзор, любой из которых вы с легкостью смогете найти на моем канале. А на те аниме, на которые я еще не успел сделать обзор из этого списка, я обязательно со временем сделаю. И подписывайтесь на мой канал, подписка совершенно бесплатная. А чё? Бывает платная? Ты не поверишь, но уже бывает. И ставьте лайки этому видео, если оно вам, конечно, понравилось. Вступайте в группу аниме ВКонтакте, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь и на мой второй канал, тот, который лайв. И всем пока, кавая и добра! Мяу! 天気迷わな乗り移ってたあいつなんだちょっと斜めに空を見てただけか知りたいわかりたい泣きたいそれでも仕方ない痛くない愛したい譲れない想いならちらつく気だしんが無視して